Человек по имени Далтон Рассел представляется, сидя в темной комнате, которая, как он утверждает, является тюремной камерой, и показывает, что совершил идеальное ограбление. Банк Манхэттен Трост в Нью-Йорке подвергся ограблению группой грабителей, одетых в малярные комбинезоны. Когда они берут людей в заложники, офицер полиции замечает необычную активность в банке и сообщает об ограблении. Детективы Кит Фрейзер и детектив Митцелл проинформированы об ограблении и просят вести переговоры с грабителями. Они прибыли на место преступления, где полиция организует свою установку и получает информацию о последних обновлениях. Внутри банка грабители приказывают заложникам собраться в главном зале, где они забирают ключи и мобильные телефоны. Один из сотрудников банка пытается спрятать свой телефон, подразумевая, что он оставил его дома, но их лидер находит его в кабинете и избивает его на глазах у всех, чтобы дать понять, что каждый должен выполнять их приказы. Затем заложников заставляют переодеться в комбинезоны и маски, как у грабителей. Тем временем они замечают старого больного человека и отправляют его за пределы банка с запиской, предупреждающей полицию, чтобы она держалась подальше. Артур Кейс, председатель совета директоров банка, звонит посреднику Мэдлин Уайт и просит ее помочь в продолжающемся ограблении его банка. Он рассказывает ей о сейфе в банке и просит защитить его любой ценой, но ничего не раскрывает о содержимом коробки. Полиция продолжает расследование и пытается вызвать грабителей, но никто не отвечает на телефонные звонки, и на записях с камер наблюдения они не находят ничего полезного, поскольку грабители уже отключили камеры. Через некоторое время грабители посылают еще одного заложника с портфелем, в котором лежит еще одна записка, в которой он просит полицию организовать 2 автобуса и самолет для них к 9 часам вечера, иначе заложникам грозят последствия. Пока полиция обсуждает ситуацию, к ним приходит Артур и предлагает свою помощь в удовлетворении требований грабителей, но Кит отказывается от предложения и просит его уйти. Вскоре в полицию поступает очередное сообщение от грабителей, в котором они просят еду для заложников. Полиция приклеила записывающее устройство в коробку с пиццей, и вскоре они улавливают разговор, но на иностранном языке. Полиция просит гражданам помочь в определении языка, который оказался албанским. Кит приводит женщину, чтобы перевести разговор, но она говорит, что это всего лишь запись одного из выступления бывшего президента Албании. Выслушав ее, Кит понимает, что грабители пытаются запутать их и получить больше времени, но он все еще не может понять их план. Тем временем Далтон Рассел открывает сейф 392 и конфискует его содержимое. Мэдлин выходит из банка и знакомится с Китом, которого просят привлечь ее к расследованию. Кит еще раз звонит в банк, угрожает Расселу, что тот скоро окажется в тюрьме, но Рассел уверенно отвечает, что выйдет через парадную дверь и он ничего ему не сделает. Со временем грабители распределяют заложников по разным комнатам и продолжают их тасовать, включая в их число членов своей команды. Они также продолжают работать над своим секретным планом и продолжают рыть пол в кладовой банка. По просьбе Мэдлин, Кит позволяет ей поговорить с грабителями, а она предлагает Расселу безопасный выход, если он защитит ее интересы. Выслушав ее, Рассел приглашает ее в банк, где она предлагает ему $2 миллиона, если он защитит содержимое коробки. Но он отклоняет предложение. На вопрос Рассела о содержании она говорит, что ничего об этом не знает. Он говорит ей, что шкатулка принадлежит человеку, который работал в банке в Швейцарии во время Второй мировой войны и воспользовался ситуацией, чтобы заработать много денег, которые он позже использовал при создании этого банка. Мэдлин понимает, что он знает о прошлом Артура и просит его отвезти к сейфу. В ящике они обнаруживают конверт с документами из нацистской Германии. И Рассел говорит, что Артуру следовало уничтожить эти документы давным-давно. Она снова предлагает ему помощь в обмен на безопасный выход, но, похоже, ему это совершенно не интересно. Она выходит из банка, и Кит спрашивает ее о разговоре с грабителями, но она игнорирует его вопрос, говоря, что ей не разрешено делиться с ним какими-либо подробностями. Пока команда обсуждает потенциальный план грабителей, Кит подозревает, что они лишь отвлекают их. Он решает быть на шаг впереди и звонит Расселу, чтобы сообщить, что он заказал самолет по его требованию, но он не отдаст его, пока не убедится, что заложники в безопасности. В ответ Рассел приглашает его в банк, где показывает ему окрестности, позволяет ему встретиться с заложниками. Он отводит его в другую комнату, где Кит уверяет заложников, что он скоро их вывезет. Кит разговаривает с Расселом и предлагает 2 варианта.
Либо он арестует его после ограбления, либо он может выйти с ним и прекратить ограбление сейчас. Но он отвергает оба варианта. Разговаривая с ним, Кит также признается, что знает, что они никогда не хотели самолет и просто пытались занять их. Рассел также спрашивает о его личной жизни, на что Кит говорит, что хочет жениться, но не имеет для этого достаточно финансовых ресурсов. Прежде чем уйти, он вовлекает Рассела в драку и пытается снять с него маску, но его друзья спасают его. Покинув банк, Кит говорит Митчеллу, что он намеренно начал драку, просто чтобы узнать о образе мышления грабителей, и обнаружил, что они никому не причинят вреда. Скоро он оказывается неправ, так как Рассел просит направить камеры на второй этаж, где на их глазах казнят одного из заложников. Кит расстраивается и бросается в банк, где Рассел говорит ему, что он несет ответственность за убийство и что он убьет и других, если не выполнит их требования. Прибывает начальник Кита, узнав новость об убийстве заложника, и ругает его за безответственность. Он заставляет его держаться подальше от этого дела. Пока он планирует следующий шаг вместе с остальной командой, полиция решает совершить рейд в банке и использовать резиновые пули, чтобы уничтожить всех, пока они не опознают грабителей. Тем временем Кит подозревает, что грабители не могут просто сидеть. Он возвращается в фургон и обыскивает портфель, который отправили раньше, узнав, что они подложили подслушивающее устройство и были в курсе всех их действий. Он приказывает команде отказаться от плана, но они все равно решают идти вперед. Грабители, которые услышали об облаве, используют дымовые гранаты и выходят из банка с заложниками. Их окружает полиция, и Кит приказывает допросить каждого из них, поскольку некоторые из них могут быть грабителями. Когда заложников уводят, полиция заходит в банк и начинает поиск. Они осматривают кладовую, но удивляются, увидев, что грабители даже не прикоснулись к деньгам. Кит забирает сотовые телефоны заложников, но немного растерян, так как не может понять цель ограбления, если они ничего не украли. Из банка команда также узнает об искусственном оружии, понимая, что они не планировал причинить кому-либо вред и инсценировали казнь просто чтобы пригрозить им. По приказу Кита полиция исследует каждого из заложников, но не может понять, кто из них грабители. Кит встречается со своим старшим и сообщает ему подробности, говоря, что ни один из заложников не был задержан, поскольку они не могут найти никакой подсказки. Доказательств ограбления также нет, и его просят закрыть дело за отсутствием улик. Кит соглашается, но продолжает поиски истины. Он изучает банковские записи и обнаруживает, что номер сейфа 392 нигде не упоминается, поэтому он просит Митчелла помочь ему в проверке биографических данных. Он также встречает Мэдлин и рассказывает ей об этом деле. Он достает компрометирующую запись, которую он сделал ранее, когда ему представили Мэдлин и угрожали сотрудничать с ней. Выслушав это, она рассказывает ему о связях Артура с нацистами, но просит его сохранить это в тайне, если он не хочет потерять работу. Позже Мэдлин встречает Артура и сообщает Киту, что он не готов отказаться от этого дела. Артур спрашивает ее о конверте, но она говорит ей, что он есть у лидера банды, поскольку он, возможно, планирует использовать его против него в будущем. Разговаривая с ним, она говорит, что грабители не взяли денег из банка, но она уверена, что они охотились за содержимым коробки, которое, как она подозревает, должно быть более ценным. После некоторой конфронтации Артур признает, что в шкатулке находились бриллианты и кольцо, принадлежавшее жене своего друга-еврея, которую он сдал нацистам, потому что они заплатили ему много денег. Она узнает о его преступлениях, но в рамках сделки ее просят сохранить это в секрете, и она соглашается на это. Рассел возобновляет свой монолог, в котором он утверждает, что находится в камере, но на самом деле оказывается за искусственной стеной в кладовой банка, которую его товарищи по команде построили во время ограбления. Он достает из ящика украденные им бриллианты и выходит из секретного пространства через неделю после ограбления. Команда Рассела, которая, как выяснилось, находилась среди заложников, но полиция не смогла их опознать, ждет его возле банка, чтобы забрать. Они замечают, как Кит и Митчелл входят внутрь банка и сообщают о них Расселу, но он уверяет их, что выберется благополучно. В изменившейся одежде он выходит за дверь и натыкается на Кита, который только входит в банк, но не понимает, что это он. Рассел возвращается к своей команде, которая тепло приветствует его и празднует свою победу. Тем временем Кит, у которого есть ордер на обыск, просит должностных лиц отвезти его в сейфовую ячейку 392. Внутри коробки он находит кольцо с бриллиантом и записку «Следуй за кольцом».
Кейт и Митчелл навещают Артура и расспрашивают его о кольце, но он ничего не раскрывает. Позже Кит встречает Мэдлин и убеждает ее сообщить об Артуре в отдел по военным преступлениям. Дома Кит находит в кармане бриллиант, осознав, что Рассел положил его туда для него, когда он столкнулся с ним у входа. Он также помнит, как он говорил, что выйдет из парадной двери, и восхищенно улыбается.